Наташа, добрый вечер. Добрый вечер, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Наш канал посвящен исследованиям регрессивного гипноза, метода, позволяющего взглянуть в прошлое воплощение и понять глубинные причины нынешних трудностей. Мы также проводим сеансы энергетической чистки и диагностируем проблемы по фото. Если вы чувствуете, что в вашей жизни есть повторяющий негативный сценарий, возможно, пришло время разобраться в их истоках. Подписывайтесь и заходите, задавайте вопросы в комментариях. Наташа, если ты готова, можешь принять удобное для тебя. Так, Наташа, на счете три ты ответишь на вопрос, кого можно считать пророком или провидцем? Один, два, три. Что ты считываешь? Что ты визуализируешь? Я наблюдаю множество людей, определенное количество, не буду говорить множество, которые э, могут связываться с информационным полем Земли в нормальном состоянии, без транса. Эм, Это те, которые могут считывать информацию с этого уровня. Это высокий уровень в одном из слоев Земли, в котором закладывается информация. И есть люди, которые в состоянии, у которых, что это в памяти заложено, даже могу сказать, в ДНК заложено вот это вот преимущество, и они помнят, они знают, как считывать с информационного поля Земли, именно с этого уровня. Это Они считывают. люди, э, их можно назвать пророками, потому что там вся информация прошлого и будущего, как бы запрограммированная событийность последующего, прошедшего, настоящего, все, все программа. И все это Считай на такие. счете три ДНК этих людей. Скажешь, чем отличается от обычных людей их ДНК? Один, два, три. э, Я как таковой ДНК не могу считать, но идет информация, у них разумность намного выше. Они думают по-другому, у них сознание раскрыто, у них, можно даже так сказать, память приоткрыта, не открыта, они многие моменты помнят, и у них есть как связь с этим информационным полем. Как им удалось информацию сохранить? Или Э, Мне сейчас показывают, она идет как по наследству передается. Ага. Родители в состоянии были изначально передать эту информацию ребенка генетически, не каким-то путем обучения, а генетическим путем. И да, вот эти вот поля, вот сейчас я их смотрю, как они по-русски называются, штрих-код, я не знаю, вот как ты назвал, потоки информации, вот что-то Мгм. как потоки информации идут.
и он может их еще сортировать, разбирать и выбирать, которые правильные. То есть, если даже есть, вот знаешь, как те пророки, которые говорят, э, какое-то будущее предсказывает, вот так, вот так, вот так будет. Но есть несколько веток вероятности, а вот именно вот эти пророки, у которых по ДНК передается по наследству, они выбирают изначально правильную ветку вероятности. То есть у них самая такая глубокая, нет, самая правильная информация, если пророк. Но вот тут вот как бы загвоздка, вот сейчас смотрю, он не может быть пророком и давать по будущему информацию, если он не знает прошлого. У него вся информация должна находиться. То есть этот человек развивает свое сознание по прошлому, настоящему и будущему. Он не может сказать, что будет, не зная, что было. Мгм. То есть поток информации о прошлом, о настоящем и о будущем — это единый поток. Нет, Нет, это разные потоки. да, Мгм. это как бы знание, скажем так. Он М, должен обладать определенным знанием, который также ему определенное количество передается при рождении от родителей. Тут, мгм. знаешь, какая-то определенная структура человеческая. То есть я наблюдаю, что есть такие люди, которые, э, скажем, их определенное количество, я даже не знаю, сколько мне не показывают, сколько мне показывают, вот там-то, там-то, здесь-то есть какие-то люди, которые вот в ДНК преобладают вот таким свойством, которое они могут развивать свою мысль, они могут развивать пророчество, рассказать о будущем, потому что это, знаешь, как вот мы знаем, как компьютер, сидим мы на компьютере, и там программа, и он как программист, который не программист, а тот, который считывает программу. Он Она видит у эту, него в фоновом режиме работает, эта программа, да? он ее считывает с земного уровня, где заложена вся информация. Мгм. И он, он просто передает информацию, я даже не знаю, как он считывает, он получает так же, как и я, мысли, формы, но он не входит в транс и передает определенный вид информации. И он это знает, и он это с рождения знает. И если он этим постоянно еще занимается, то развивает в себе еще больше способностей. Но они у таких людей изначально заложены. Наташа, ты являешься с такими данными, с таким ДНК. На счете 3 получаешь информацию. Один, 2, 3. Э, Ты знаешь, это еще такое состояние, как мне показывает, изначально нет. Я нет. Я могу в трансе какую-то информацию вот с этого уровня считывать, да, М. это пятый уровень какой-то Земли, ну, нашей Земли, да. Но я могу развить эти данные Мгм. э, э, по, при приобретении какой-то информации, э, как бы сказать, расширении сознания, вот как, да, расшир- Осознанности, да? Повышение да, осознанности да, позволяет. тебе надо какая-то много информации, много обучаться, за счет этого расширяется сознание, потому что вот так же еще и где-то в воздушном пространстве тоже заложена какая-то информация, не знаю, наверное, другими высокими, наверное, с нашей Земли э, бывшие цивилизации, я так считаю, да, буду рассказывать, что заложено тоже в воздушном пространстве. И только обучение может твое сознание еще больше расширить. То есть ты можешь туда,
что если мы сейчас меня рассматриваем, я могу туда прийти, обучаясь, расширять сознание, Мгм. и это даст мне возможность подключаться и считывать вот земную информацию, земные программы, которые заложены. Ты это делаешь, можешь сделать это на тонком плане, на метафизике или на физике? Это я могу сделать, если я расширю сознание. Я сейчас не могу. Сейчас я могу Мгм. как бы подключиться к этому информационному полю в состоянии транса Мгм. и считывать определенную информацию, но это не настолько глубокая и широкая информация, э, сколько там заложено. Там, Мгм. э, То есть она в зависимости от твоей осознанности, да, да? да. Мгм. Но люди, вот, которые по наследству получают, у них в нормальном состоянии, у них осознанность очень расширена, причем они об этом не разглашают об этом. И это, во-первых, а во-вторых, они, ну, думают, что это нормально. Мгм. И Что у они, всех так, да? да, да, Мгм. но как бы они подозревают, что не совсем так. Ну, они не говорят об этом, не Мгм. кричат везде, да, про них не, ну, мало кто знает, те, которые правильные пророки. Наташа, как мое ДНК, она предрасположена или нет? На счете три. Один, два, три. Мне почему-то показывают какое-то зернышко, которое еще не дает проросток. Тебе надо какую-то основу какую-то заложить, чтобы, например, вот это вот зернышко дало корни, да? А, основа чего? Ну, вот сейчас мне показывают поток, наверное, знаний какие-то. Сейчас показывают мне вот такое вот расширение потока, знаешь, через голову, когда Мгм. входит определенный поток, вот когда корни вот этот проросток дает, у тебя расширяется сознание. Ну, это так, э, такими образными Мгм. мне Мгм. рассказывают. Отправляйся по моей ленте времени, дабы исследовать. Пустит корни этот. Будущее. Мгм. На счете три. Один, два, три. Э, Ты знаешь, я тебя сейчас вижу в каком состоянии, вот как профессор обложился книжками, и ты углубляешься в какую-то информацию. Э, Даже знаешь, как, я не знаю, что это могу сказать, как астрономия, что ли, занялся какими-то звездами. Это астрономия. Э, Наблюдаю тебя погруженную в информацию глубокую, какая-то как бы изучение, изучаешь чего-то, да. И в этом состоянии у тебя начинает, как бы это сказать, как ДНК начинает меняться, скажи так, да. Ты начинаешь изучать, это также такой же способ, можно сказать, медитировать. Ты концентрируешься на определенную информацию и отключаешь ум от непонятных каких-то движений вправо-влево. Концентрирую. Это та же самая медитация, знаешь. Вот что. Вот как надо медитировать. Погружаться в информацию, изучать определенный, то есть это изучать долго, глубоко и расширенно. Корни пустили. Да, Семечки. да. Мгм. И ну, я же озвучила, как бы сказать, это не корни пускает, это так образно мне показали, а Мгм. как бы ДНК меняется, знаешь, у То тебя есть как бы ДНК. активизируются какие-то участки ДНК, Да, да? да.
и у тебя за счет этого начинает сознание расширяться, Мгм. и ты начинаешь, э, вот как у нас говорят, интуиция усиливается, улучшается интуиция, и ты начинаешь, просто знать, да. Вот это и есть подключение к информационному полю на определенном уровне. Ты считываешь информацию, выдаешь ее за действительность, и ты просто знаешь. Хорошо. Отключись от этой моей ленте времени. Один, два, три. А теперь скажи, чем пророки отличаются от обычных предсказателей? Э, Мне сейчас показывают обычные предсказатели. Э, ну, есть, э, давай мы исключим, есть и мошенников очень много, как мне Мгм. показывают, да, Давай на которые счете три просто просто те информационные потоки, которые они ложные, отключаешься от них. На счете три. Один, два, три. а те, которые предсказатели остались, да, Мгм. Посмотри, чем они отличаются, ну, пророки и от предсказателей. тут мне такая информация идет. Предсказатели получают эту информацию от, скажем, инопланетного разума. Инопланетный разум, которого, в которого они, сейчас подожди, могут входить в контакт с людьми не на физическом уровне, скажу так, их тут нету, а есть контакт, да, там за Мгм. определенное время и передают какую-то информацию. Во-первых, много помех, во-вторых, много, ну, как бы тут и неправильная информация идет, Искаженные, да? Искаженные или... да. Они не все знают Мгм. ну, скажем, про событийность на нашей Земле. А идет информация, некоторые просто это делают просто повеселиться хотят. Понимаешь, и если тут идет информация, и э, те люди, которые пророки, они знают, откуда они считывают, а те, Мгм. которые предсказатели, они даже не знают. Им идет информация, и они просто вещают, но не догадываясь и не углубляясь, откуда вы идет. Мгм. Они То есть, просто начинают вещать, и что-то совпадает, и они: "Ух, ничего себе!" Но мгм. здесь как бы надо разобраться, То есть разные источники да, происхождения этой информации, да? да, Мгм. То есть разный уровень. да, есть то есть инопланетные тоже разные. Есть те, которые доброжелательные, есть те, Мгм. которые, непонятно как относятся, например, к нам, землянам. Мы тоже разных уровней развития. И некоторые просто, знаешь, делают какие-то веселухи, чтобы, ну, просто посмеяться. Те, которые, ну, деструктивны или что-то как-то не совсем в хорошем плане к нам относятся. То есть и тут ну, нельзя, если ты не знаешь, откуда войдет информация, нельзя как бы полностью себе доверяться, то они также себе могут даже навредить. Там происходит тоже на определенном уровне что-то с твоей ДНК, когда ты подключаешься к такому, ну, не совсем правильному, скажу, информационному полю Земли. Э, Информации, не информационному полю. Кто вещает? Вот тут надо разбираться. Это один из важнейших вопросов. Э, э, Надо разбираться, откуда идет информация. И вот в телепатическом состоянии с телепатами как бы надо считывать, где и кто куда подключается, откуда идет Мгм. информация. Могут ли использовать предсказатели эту информацию для своих каких-то корыстных целей?
Те, которые вещают, или те, которые Да, передают? которые Э, вещают. да, во всяком случае, да, позитивно. Мгм. Как пророки влияли на ход исторических событий? Э, но здесь происходит как коллективное сознание. Если пророки начинают информацию передавать, э, то есть что они передают? Они передают программу определенную, которая уже запрограммированная. И тут это еще входит в умы коллективного сознания, и это как бы сбывается. Понимаешь, То как есть бы это все питают эту программу, взаимосвязано. да? Да, да, да. Они начинают в это как бы верить, и эти мысли материализуются, и происходит вот такая событийность, как которая уже изначально запрограммирована. То есть ничего себе, мы сами эти программы и, я не хочу сказать, создаем. Они есть программы, пророки передают, а мы их материализуем. То есть они задают программу, которую мы сами Вот это материализуем своей энергией, своей верой в да. этой. Но это не пророки задают программу, они эту программу считывают с Мгм. информационного поля Земли, передают нам, и мы своими мыслями, формами, своей верой материализуем это в реальность. Кто в информационном поле эту программу помещает? На счете 3 ты четко видишь это. Один, два, три. Но, ну, скажу так, это как творец, и это как огромная э, энергия. Я ее вижу как огромная, ну это я теперь уже слышу, умная энергия, которая владеет огромными знаниями, которая вот это все создает, вот этот весь мир создала и создает. И вот эти вот как бы заложенные программы, это все какой-то цикл происходит. Мгм. Происходит цикл, заканчивается, происходит цикл, заканчивается. И задаются программы так, чтобы человек как бы его одно время подталкивают, ведут и исправляют, но они не достигают той определенной цели, которая была поставлена, и это все обнуляется и опять выводят на новый статус, и опять заданные цели. Просто цикл. Циклы, Наташа, на счете 3 ты смотришь на эту энергию, которая записывает программу. Один, два, три. Ты ее видишь. да. А теперь на счете 3 убираем все фильтры, все маски, все иллюзии. Один, два, три. Что ты видишь? Я вижу эту энергию, она для меня, знаешь, как что? Э, Сейчас я попробую сформулировать. Это такое ощущение, как будто бы много умных душ. Вот как, когда человек умирает, остается энергетический сгусток, и он собирается в единое целое. И вот это вот и есть, ну, это такая огромная масса, Мгм. которая и есть вот этот вот программатор, или как его назвать, который все задает. Как бы это все такое взаимосвязанное, не знаю, и люди, и вот это вот энергетический сгусток, и вот эти вот программы. Это я вот сейчас, 'щас, наблюдаю, что,
программа, вот я вот сейчас над землей, да, и наблюдаю, что очень в тяжелом состоянии. Вот эти вот событийности идут, они как бы сами себя съедают, эта событийность никакая не выходит на хороший позитивный путь, и все перерастает, одна событийность негативная в следующую, еще худшую негативность перерастает. Я не вижу никаких ходов-выходов. Хорошо. Все только ухудшается, и какая-то темнота. Я вижу много огня, также много воды. То есть не то огня в том смысле, войн, много войн, много воды. Наташа, на счете 3 прикажи этой энергии принять исходно истинную форму. Изначально 1, 2, 3. Поменялась она. Э, я как бы не могу, мне идет такая информация, что я как, иголка в стоге Мгм. сена по сравнению с этой мощью. Ясно. И, я не в состоянии что-то приказать или что-то. Очень хорошо. А теперь на счете 3 ответь. Можно ли, можно ли доверять пророчествам с научной точки зрения? 1, 2, 3. Я не совсем понимаю этого вопроса, но вот как, э, что такое наука, если мы будем Мгм, рассматривать, науку, уходить, нашу естественную науку, которая она сейчас существует, она как бы, ну, назовем ее как лженаука. мгм, Э, Если туда углубляться, то у у них тоже тут свои приоритеты. То есть я считываю, что есть кто-то, как бы сказать, кто властвует над нами всеми мгм, и понимает, как нами управлять, и тем же самыми науками нами управляют. мгм, То есть ведут по той линии, куда, ну вот катится вот сейчас, куда им это выгодно и угодно. мгм. И то есть я вот сейчас нас вижу как рабы мы, знаешь, такие, как котята слепые. Мы ничего не знаем, не понимаем. И все это, Почему одни пророки почитаются, а другие объявляются лжецами? ну, тут разные есть ответы на вопросы. Мгм, Во-первых, те, которые управляют, они решают, какие э, будут почитаться, а какие нет. Э, Здесь все как бы узаконено. Здесь не мы решаем, а они решают. И если какой-то пророк пророчит то, что им, ну, не подходит, как им то выгодно, да? Видимо. да, его объявляют лжепророком. Мгм, Ну и плюс еще есть, которые действительно лжепророки. Ну вот это вот действительно, это, наверное, вот то, что тот вопрос, который ты мне хотел задать, это вот от того зависит, кто какую информацию несет. Если бы он нес ту информацию, которая э, более запугивающая и которая несет страх с собой, это правильная информация. Как религии используют фигуру пророка для укрепления власти? Э, ну вот рассматривала, например,
например, религию тоже здесь все так фальшиво, все так. Геннадий, ну вот эти вот пророки, которые совершенно не пророки, очень много, которые мы думаем, что они правильные, они просто как та же лженаука, все подсажено, все подставлено, все приготовлено. Тут, знаешь, вот сейчас стою перед церковью, и как бы это, как тебе могу сказать, считываю его как загон. Людей загоняют, меняют ихнее мировоззрение в ту сторону, куда им положено. То есть они, ну, я хочу заранее извиниться, притупляется ихнее сознание э, настолько, что они не видят дальше церкви, вот так скажу, да. Мгм. А вот если я стою на улице и наблюдаю за этим всем, и я понимаю, что как бы все, скажу, вот мне передают всё гениальное простое, да, и что вообще это все лежит на ладони, и все нам показывают, как бы, ну, начинают перепрограммировать наши умы, и чтобы мы в определенные русла текли и в определенные вещи верили. Но если ты сделаешь шаг назад и как бы выйдешь из этой системы и поменяешь свой взгляд на мир, знаешь, это как программы заложены, родители, школа, детский садик, все заложено. И если тебе удастся эти программы переключить, то ты прозреешь, и тогда тебя можно тоже пророком назвать. И тогда ты такой, как чистый лист. Тебе не заложена та история, которую нам рассказывают, в тебе не заложены те программы, в тебе не заложена религия. Э, вот сейчас мне показывают, мы как, если мы возьмем стакан воды, да, она тоже принимает определенную информацию, да, и мы состоим из 60% воды, скажем, ну, примерно. И эта вода берет как программу нас. То есть вот эту жидкость можем мы обновить, и тогда появятся новые программы. Но было бы это так все легко, но это тоже как же цикл. Ты утром просыпаешься и опять все помнишь, что было вчера, и все твои программы заложены уже там изначально. Мгм. И ты не можешь поменять свои программы, то есть все 60%, например, воды поменять как чистый лист, да, если э, меня понятно, если я правильно Да, изложила да. информацию. Существуют ли пророки вне религиозного контекста? Не знаю, мне почему показывает и да, и нет. Очень много с религией пророчества связаны. Э, А вне религии? Вне религии тоже существует, но очень много связано с религией, Мгм. показывает мне. Но есть вот те, которые я изначально сказала, у которых ДНК другое, Мгм. Мгм. и они вне религии. У них они не подключаются, они вообще вне политики, вне религии, вне какой-то внешней истории или, знаешь, все, что Вне происходило. влияния, да? Да, у них вот про то, что я вот сейчас рассказала, у них, оказывается, вот щас наблюдаю, у них вот чистое беспрограммное тело. Мгм. Мгм. Вот тело можно как-то перепрограммировать. Это не про то, что как роботы, знаешь, с программами, а это про то, что вот наша жидкость принимает определенную информацию, да. То есть Кстати, я как на, на этой памяти нету этих программ. у тех людей, у которых, да, изначально Мгм. ДНК нет. Как общество реагирует на новых провидцев сегодня?
Вот щас мне показывают, что очень много плохой информации, э, такой негативной, знаешь, везде негатив. У людей негатив, в ихней, составляющей негатив. И, э, знаешь, больше негативно впитывают в себя опять пророческие предсказания, которые негативные. У них больше просмотров, скажу так, если мы берем какой-то телевизор или Мгм. То есть медиа, да. средства массовой информации Да, это как бы да, пророчат все, да? да, это программы запрограммированные, которые мы их потом осуществляем. И Мгм. чем больше вот, ну, возьмем сейчас только телевизор, да, не будем интернет брать. Чем больше страха, чем больше войн, тем больше, у людей, негативной информации. Вот даже, не смотрят они телевизор, но они отовсюду с радио люди начинают об этом, сами говорить, вещать, программируют следующее, которые даже не хотят углубляться в эту негативную информацию. И образуются, э, как бы какие-то как сгустки темные, которые программируют следующие, последующие события, то есть которые переливается, дальше и дальше и дальше. Опять же, в негативную, да, все ухудшается. Могут ли пророчества быть самоисполняющимся? Самоисполняющимся. Мгм. Почему-то меня опять увели, как в информационное поле Земли, и показывают, что все или цифровая какая-то формула, да, выведенная, как бы все равно эта программа внесены какие-то данные, и, да, можно сказать, что она самоисполняющая, но изначально она запрограммирована. Но за счет какой энергии она, если самоисполняющая? А за счет программы, которая в информационном поле. Но программа Как, тоже, программа перенаправляет какую-то энергию для ну ее вот самоисполнения. смотри, мне сейчас показывают, что были прошлые цивилизации, и вот эта вот память постоянно остается. И вот эта вот, как бы, событийность, она также еще в памяти сидит, и вот эта программа, и она самоисполняющаяся. Она еще Из активна, прошлого. она Да, активна. да, прошлое памяти, прошлое заложенное. Это вот про ту информацию, которая вся в прошлом, настоящем, будущем, вся там заложена. И вот это вот еще информация, э, вот давай будем говорить даже про, что это как, не знаю, эмоции людей, которые с прошлых цивилизаций, да, тоже здесь. И вот за счет вот таких вот эмоций, энергетических, которые еще тут, в программе, в действующей программе, они тоже могут влиять. То есть по принципу резонанса можно запускать, можно считать эту, да, Да, эти программы, да, 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 и у себя как бы запускать, то есть копировать и запускать, да. э, да. И вот сейчас считываю, каждый человек может, ну, вести свою событийность на позитивный уровень, если, научится правильно взаимодействовать, с земными и космическими энергиями. Как бы, ну, это тоже, наверное, надо как бы перепрограммирование, как я понимаю, вот как про жидкость поменять. Вот такое что-то считываю. Как технологии изменили восприятие пророчеств? Ну, сейчас мне показывают почему-то чат ChatGPT, вот это искусственная интеллигенция, если мы возьмем, э, то да, ну, просто
ага, туда просто, много фальшивой информации, но чем хуже, тем лучше, понимаешь? Чем хуже, пророчество, я имею в виду негативнее, тем лучше. И вот именно туда, в чат ChatGPT и заложено. Если ты начнешь спрашивать про эти пророчества, что будет происходить, то будет все время только негативное что-то говориться. То есть для Это опять же программирования, да? программа. Да, опять же Мгм. программа для коллективного сознания. Это опять та же самая программа. И вот этим они действуют еще на последующее, поколение. Были ли пророки просто харизматичными лидерами в обществе? Ну, вот мне показывают про тех, которых я изначально говорила. У них Мгм. другое ДНК, у них, другое мировоззрение, харизматичны. То Да, есть они очень, такие, привлекательные, но они не, ты знаешь, их просто считывают как очень умных людей. то есть Их, это не это принимают за пророков, которые, вот как мы знаем, гуру сидит и вещает, что будет через 100 лет, знаешь. мгм. То есть люди чувствуют, что эти люди имеют определенную энергию, определенные знания, то есть, они Что считывают. Мгм. что они обладают особенной энергией, Мгм. энергетическим полем. И такие люди, ты знаешь, вот как можно себе представить, те, которые свет в темноте несут, вот это вот те люди, которые, за которым надо тянуться. Причем они не говорят, вот почему-то мне показывают сейчас Иисус. Это был один из них, который э, хотел вот этот мир, программность вот эту поменять людям, донести какую-то истину, какой-то определенный, э, другой путь показать, что люди, не на правильный путь стали, не на материальный, а в духовность надо развиваться. Но здесь не про религию, а про духовность, Мгм. мировоззрение, расширение. То есть какой-то апгрейд программ, да? Да, Мгм. Насчет эти посмотри, было больше мужчин-пророков и женщин? Один, 2, 3. но было достаточно и женщин, но мужчин намного больше пророков. Больше мужчин. Почему? Да. Здесь, как бы зависит от склада ума. Я сейчас рассматриваю те, которые получили по наследству от своих Мгм. родителей. И здесь как бы от ДНК по складу ума, по вот этим вот хромосомам, э, э, мужчина, может, глубже информацию передать, которая вот идет с 5-го уровня, с информационного поля Земли. Мгм. Играли ли какую-то роль женщины-провидцы в истории? Почему-то мне сейчас показывают Египет. Вот в те времена это было у женщин, женщины, да, были тоже какие-то глубокие информации вели. Вот там повлияло большую роль пророчество в наше время. Вот сейчас то, что наблюдаю, я не вижу. Скажем, вот в средние века женщин, которые пророчили, тоже было достаточно. Сжигали их на кострах? Да, я не хотела эту информацию до конца высказывать. Мгм. Многие из них были, это не все были, туда, просто, брали еще и те просто, которые лечили, и просто всех под одну метелку, и просто Мгм. симпатичных женщин всех сжигали или там рыжеволосых. Но вот среди них было много женщин, которые были которые пророчили. Знаменитые пифии.
Были они пророчицами? Э, Во-первых, я не знаю, кто такой Пифи, но мне показывают, что они были очень, сознание у них было большое. Мгм. И то есть, в моем понимании, они могли пророчить. То есть они истинную информацию передавали. У них большая аура, она светлая, Мгм. сознание раскрытое, и да, они могли. Проро- Пророки мужчины и пророки женщины, они передавали разную специфическую информацию, пророческую. Э, Или здесь не имеет значения? ну вот как бы это про то, что только мужчины могли глубже, э, изложить вот эту информацию, которую они считывали с определенного уровня. А, так, в какую в одно и то же они пророчили тему. А глубина будущего У мужчин было у больше, мужчин. да. Можно ли объяснить пророчество совпадениями? В некоторых случаях, да, но в основном это считанная информация или считанная программа, которую еще раз заложили в ум у человека. В Мгм. основном это не случайность. Как политики использовали пророчество в своих целях? Или религиозные лидеры? Э, Такая картина у меня. Как знаешь, раньше на галерах людей привязывали, да, когда как рабы. Мне просто сравнение пришло, как рабство. Людям сознание меняет, э, коллективное, причем, что люди верят, и те, которые не могут думать, вообще думать, да, сами по себе, просто там услышали эту информацию, это складывается одна картина, ну, которые вот эти высокопоставленные к тому и стремились, это цель. Мгм. И эта картина, в обществе, да. Щас я наблюдаю, даже мне кажется, что пророки — это та же самая программа, понимаешь? Они, программируют нас всех просто вообще, блин. Почему люди продолжают верить в предсказания? Что не хватает своего развития ума. То есть Осознанность очень очень и- такая им не позволяли думать, а просто брать невозможная. информацию. Да, но и человек к этому привык, что все на блюдечке, все за них решено, и они не могут, они не понимают, в какую сторону Жевать развиваться. они не умеют, они только умеют глотать, да? Да. Мгм. Какие психологические механизмы лежат в основе пророчеств? Но они ими пользуются от и до, эти психологические, эти религиозные. Здесь, полностью программация идет. Ты знаешь, то же самое здоровье. Вот щас, давай сравним пандемию, когда всем начали страхи вводить, и человек просто начинает болеть, и он верит, и, здесь во что ты веришь, что ты и получишь. Психологически или телесно, умственно. И поэтому надо, чтобы люди верили в то, что хотят высокопоставленные. Я сейчас не говорю про руководителей, которые, э, стоят во главе стран. Я сейчас говорю о тех, которые управляют в действительности, ну, как мировое правительство или что-то Мгм. такое. И они,
хотят эти программы, у них, вот как я считаю, они могут их программировать, оно что уже запрограммировано, но они эту программу могут чуть-чуть уводить, ухудшать, да, если они ее чуть переделывают и преподнесут ее более негативной, то люди начинают также этот негатив в себя впитывать и в это верить. И это происходит. Вот те, которые на высоком уровне, они могут эту саботийность чуть-чуть менять. Существуют ли современные пророки? И кто они, если есть? Ну, пророки в том смысле, которые работают на мировое правительство, э, да, наверное, есть. Как бы мне говорят, что да. Есть и те пророки, Мгм. которые с такой уже изначальной ДНК родились. Они не пророчат, они просто знают, и они не Мгм. светятся, потому что но они понимают, что это не есть хорошо для них и их фамилии, ну, семьи. А те, которые пророчат, они просто пророчат программу, которые должны произойти. То есть они просто используются как программисты, да? Да, есть такие, которые, как их назвать, вот знаешь, тех, которые накачивают их, продвигают по СМИ везде. Мгм. Это вот от мирового правительства. То есть такие, которые ну, вот в своем кругу они известны, их никто не продвигает. Они как бы рассказывают определенные пророчества, и они сбываются, э, но они не понимают, откуда они считывают информацию. Но она в буквальном смысле слова постоянно как бы определенно сбывается. А те, которые известны, те, да, накачанные. Есть те, которые еще могут, э, они не пророчат, а они изучают, например, нумерологию, астрологию. И если ты все эти друг на друга наложишь, науки, то ты тоже можешь определенно, но это тоже же, смотри, это получается, он изучает. Ну, мне почему-то сейчас показывают, как его зовут, Драган или Драган мужчина. Он Мгм. астролог, астроном. Не знаю, нумерологию изучал или нет, но он очень много изучает. В этом случае сознание, помнишь, которое вначале мы рассматривали, у него сознание расширяется, и он тоже определенным образом считывает информацию с информационного поля с пятого уровня, Мгм. понимаешь? Он расширил свое сознание за счет обучения и может считывать информацию. Наташа, на счете 3 подключись к такому всеми известному пророку, провидцу Нострадамус. Один, два, три. Был ли он на самом деле пророком? Ему шла информация. Это не про того, который по ДНК, изначально другое. Ему шла информация, потоки Откуда? откуда-то сверху, как вот это надо было заложить в историю человечества, и он подходил по параметрам его энергетики, и ему передавалась информация, он просто
ему открывались эти мысли-формы, в это время он садился и писал. Он Мгм. все записывал. Вот так, как оно зашифровано, так и писал. То Вот есть сам, он был как рупором для да, кого-то, да, для формирования какого-то исторического да. Он просто писал, сам даже не осознавая, что он пишет, потому что это все зашифровано. информацию, которую он писал, она была на самом деле пророческой или она была специально для программирования вот этих событий? Это, знаешь, это вот как я рассказывала, что это информация с космоса, у которых несколько веток вероятности. Здесь нету вот событийность, это 100%. Мгм, Это может случиться, но может и не случиться. мгм, Это не та точная информация, которую, например, Земля за собой закрепила. мгм, Это можно, вот это вот то, что я наблюдаю, можно также назвать, как мы называем хроники Акаши. Вот это и мгм. есть информационное поле Земли, в котором остается вся твоя информация, то есть о каждом человеке, плюс настоящее, прошлое, будущее. Все здесь заложено. И умея это правильно считывать, но Нострадамус считывал с другого поля. Почему до сих пор в средствах массовой информации часто ссылается или эксплуатируется его имя? Вот Нострадам, так как сказал, или это на самом деле так, или это используется это имя для того, чтобы внести какую-то программу новую? Ну, во-первых, его зашифровках много было негативных событий зашифровано. И те, которые продвигают это имя, как бы им и на руку. Это сейчас, да, на плаву те пророки и те ученые, только те, которым надо оставаться, Ну, которые правительство а, мировое выгодно. мгм. Потому что здесь много негатива, чтобы вот это коллективное сознание это в себя впитывало. И прямо книги выпускают, э, да, и в интернете много можно найти, и расшифровок можно найти, и Ну, расшифровки бывают разными. да, Для чего это зашифровывалось? Чтобы невозможно было считывать правильную информацию? чтобы, знаешь, здесь как мне показывает, чтобы люди, ну, если бы они знали бы расшифровку, то они бы чуть-чуть по-другому думали. Так откуда он знает всю эту информацию? Здесь вложена загадка, Мгм. что многие верят, многие не верят, что это вообще возможно, вот эту информацию передать через тысячелетия, да, через Мгм. Мгм. столетия. Вот эта зашифровка, она специально для того, чтобы поставить людей в такое состояние, чтобы они начали включать анализ свой, Э, собственно, а не глотали ту информацию, которую им дают. ну да, примерно так оно и было осуществлено. Мгм. Отключись от Нострадамуса на счете 3. Один, два, три. И подключись к более современной нашей так называемой пророчице Панга на счете 3. Один, два, три. Была ли Ванга пророчицей или провидцей? Э, Вот на протяжении сеанса мне уже показывают, где идет с информационного поля Земли, а у нее тоже сошло сверху. У нее также были помехи, у нее также были несколько ветвей вероятности, э, много, много правды она говорила, очень много.
э, сходилось. Тут знаешь, здесь смотря кто вещает, с кем Мгм. связаны, с каким инопланетным разумом, который есть, кто негативный, есть кто позитивный. Ну вот в Ванге смотрю, у нее они ну, более такие позитивные, и тут они сами ветки вероятности, как бы по догадке, вот эта ветка вероятности, что у нее возможно, что это будет сбываться, скорее всего. Вот она оттуда считывала. Ну, но можно ее назвать пророком. То есть, понимаешь, у нее было сознание, то есть готово подключиться к той, какой-то потусторонней цивилизации. И ей диктовали, и знаешь, какие-то еще определенные энергетические параметры должны сходиться. И вот при том, что у нее притупилось зрение, да, у нее раскрылись другие возможности, способности. То есть она очень часто, она в этом случае, ты уходишь в себя, проводишь сама с собой время, и у тебя сознание где-то расширяется. Другие части тела начинают больше работать. Э, ну, скажем, тут, например, включается или третий глаз, или сознание у тебя расширение идет. Наташа, давай на счете 3 ты отправься в какой-то момент, когда она принимает посетителей, и считай на тонком плане, что происходит вокруг нее, откуда информация берется. На счете 3. 1, 2, 3. Вот она разговаривает с человеком, мужчина Да. у нее, а она простую информацию ей прям в таком состоянии передают, и она иногда такие вопросы задает, что люди в шоке, откуда она это знает. А посмотри, Про их откуда она информацию получает. ну, как мыслеформа, она подключена какой-то, куда-то вверх уходит вот этот информационный стол, и ну, рядом никого нету, идет только информация, Геннадий. Но если тут приходит по запросу, по определенному, ей нужно поменять свое состояние, чтобы передать глубокую информацию. То есть такую поверхностную она знала постоянно, ей постоянно шла. А чтобы углубиться, если человек приходил и там по здоровью или что-то про семью, про какую-то событийность, она Мгм. уходила типа транса, изменение ее состояния. И тогда она глубже информацию могла считывать. Хорошо. Отключись от Ванги. 1, 2, 3. Можно ли создать искусственный интеллект-провидец? А, ну, то есть это ну, как чат GPT, ты можешь с ним разговаривать, они уже давным-давно созданы, существуют, и иди разговаривай с ним. С чат GPT он тебе все расскажет. И люди в это верят. А вот показывают, весь интернет уже переполнен, как они с чат GPT разговаривают. И там самая такая негативная информация заложена. Там не будут тебе рассказывать про светлое будущее. Там тебе будут рассказывать про темные вообще невозможности. Какие пророчества остаются неразгаданными? А, ну, смотря для кого они неразгаданные, те, которые мировое правительство, они как бы знают, про что суть идет, а для людей мы бы просто
знаешь, как муравьи, которые То есть истинную программу никто не знает. Какие-то нет, подпрограммы как бы известны, но к да, чему это приведет? мировое правительство знает. Э, э, знает в том смысле, они знают, э, куда повернуть это коллективное сознание, чтобы прийти к определенному знаменателю. Вот так они Мгм. знают. Но это тоже не стопроцентная целедосягаемость. Она Мгм. может тоже поменяться. Но они на протяжении уже многих лет знают, как нас программировать. Будут ли пророки нужны человечеству в будущем? Если человечество выходит на разумный э, статус, да, своего развития, то они как таковы не нужны, и они сами все пророки, они в состоянии считывать вот эту вот информацию прошлого, настоящего и будущего. И это и есть пророчество. Ты просто знаешь, если ты высоко, ну, не хочу сказать квалифицированный, у тебя осознанность Высокоразвитый, развита, высокоосознанный да, человек, да. да? Здесь как бы вот показывают какие-то отрезки, закончил школу, университет и все, и ты ушел в работу, и как бы развитие на этом закончилось. Но и это суть человека. Он должен все время развиваться. И те, которые осознанные инопланетные, сейчас мне показывают, они тоже прошли этот путь. И то есть, если человек не развивается, не раскрывает свое сознание, не вот именно какими-то глубокими знаниями, то у него как бы нету больших шансов, то будет вот эта вот событийность вот такая, какая она сейчас есть. А если люди начнут свою разумность показывать и будут, вот знаешь, показывают мне, как весь жизненный отрезок обучаться. Ага. Продолжительность жизни увеличивается, разумность, твоё, твоя осознанность увеличивается. Ну, то есть это только в плюс. То Все, есть это нормальное состояние, которое должно быть. которое произойдет, если человек будет развиваться, будет Е осознанным, да? если позитивно будет, по позитивной ленте пойдет, то это будет так. Мгм. И каждый будет сам пророком, потому что будет знать, э, просто знает, как это есть. Это про то, как вот высокая интуиция. Есть же люди, у кого высокая интуиция, то есть большая интуиция, они знают, и просто знают, и даже не сомневаются. И вот это вот будущее человечества, если пойдет по позитивной дорожке. Как отключиться от этих всех программ, которые в нас активизированы через лжепророчество, через всякое это программирование? А, Мне показывают, что как бы от него отключиться как бы это так основательно невозможно. Но если человек начинает По- развиваться, Постепенно, да? То есть да, это процесс. осознанность открывает, да, то у него и мировоззрение меняется. Это надо поменять мировоззрение конкретно с нуля на 180 Как? Как за менять счет, себя? э, за счет информации, обучения. Это вот процесс, Геннадий. Мне Мгм, показывает, что мгм. человек должен постоянно учиться. Это не только 5 лет университета, это учение длиною всю жизнь, То есть это процесс, который также который, нужен, как и наше дыхание, да, как наша еда ежедневная. нужно Мгм. постоянно, чтобы мозг работал.
но не так работал, как у нас все время. Вот сейчас вот показывают мне, как постоянно какие-то там не успел, э, доубираться, туда побегу. У тебя постоянно в голове какие-то вспышки мыслей происходят, а тебе надо концентрироваться на определенную информацию, на определенное обучение. И это, э, да, как медитационное, состояние. Ты концентрируешься и ловишь себя. Тебе надо на информацию концентрироваться, а не на внешние какие-то, помешательства или Мгм. вмешательства, то, что тебе мешает. Хорошо. А теперь, Наташа, отключаемся от этой темы на счете 3. Один, два, три. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибраций до максимального значения для каждого из нас. Один, два, три. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрствование, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 1 до 5, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 1. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 2. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 4. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. 5. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. А сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Наташа, как твои ощущения? Да, всё хорошо. Хорошо. Дорогие зрители, благодарим вас за то, что были с нами в этом путешествии в подсознание. Если это исследование отозвалось в вас, и если вы почувствовали что-то знакомое и важное, поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваши слова могут помочь другим людям, которым тоже будет полезно это увидеть. Отдельная благодарность Наташе за ее смелость, доверие и искреннее участие в этом сеансе. И, конечно, спасибо всем вам, кто поддерживает наш канал, задает вопросы и верит в силу регрессивного гипноза. До новых встреч в пространстве тайн и открытий. Всего хорошего. Благодарю.